Всем привет! Всем добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. А я начинаю свое видео сегодня с завтрака-плавно перетекающий уже в обед. У нас где-то примерно 12:30. Что-то ничего, неохота такого кушать. Просто легенькое что-то перекусить захотелось. И вот сделала, сама нафантазировала тут что-то типа гренок. Ну вот гренки. Только обычно я сахаром посыпала, у меня дети так любят. А сегодня сверху положила сыр, тертого не было, поэтому какой был. И помидорки. Ну вот что-то вот такое получилась, какая-то композиция интересная. И на десертик у меня каки, это хурма. Сейчас как раз сезон, везде она продается и очень, кстати, вкусная. Пробовала и в Lidl, и в Альде покупала, вернее, и в Пене, и везде она вкусненькая. Ну, не вяжет, то бывает каки вяжет. Так, красивенько положу. Кстати, как-то вычитала, каки очень полезная, для сердца хорошо. Поэтому как раз сезон, покупайте. Ну и пару, наверное, этих греночек положу. Вот такое у меня какое-то интересное сочетание, да? И каки, и гренки, в общем. Ну, как хочется душе. Все можно кушать, главное в меру. Смотрите, у меня какая еще салфеточка красивая, да? В Мюллере купила. Очень люблю красивые салфетки. Наслаждаемся последними осенними деньками. И скоро встречаем зиму. Кстати, у нас вчера уже первый снег был. 20 ноября. Ну, вот такой у меня незамысловатый обедик. Если кто сейчас тоже кушает, всем желаю приятного аппетита. Еще раз приветики. Слушайте, я тут хожу дома как в темнице. Так темно, везде свет повключала. Хотя на улице-то начало 3-го только. Солнца нету, то дождь, то снег, пасмурно. Ну вот из-за этого еще раньше темнеет. Поэтому такое ощущение, как будто 10 вечера на улице. Ой, и что-то я так замерзла сегодня. Вообще у нас квартира теплая, и мы отопление не включаем. Очень-очень редко, но когда прям вообще действительно холодно, то включаем, а так нет. И как-то не любим, знаете, отопление включишь, вот такое ощущение, воздух такой прям горячий, теплый стоит. У нас фусбоденхайцунг, ну полы отапливаются, потому что плитка. Плитка как бы холодная, поэтому нужно носки или тапочки одевать. А так вообще в общем тепло. Вот единственное, что полы холодные, поэтому приходится это, ну, надевать, да, носки, чуни, кому что, кто-то в тапочках. Я в тапочках, например, не люблю дома ходить. Мне такое ощущение, кажется, что я как будто не дома, а на улице. Вот если что-то вот как тапочки, да, как обувь надета, как будто нога не отдыхает. Не могу. Я лучше вот теплые носочки, знаете, вот люблю вот эти чуни. Сейчас на Рождество будут продаваться на рождественских ярмарках вот эти носки теплые. Вот это моя тема. Я люблю вот такие носочки или следики. Ну, в общем, это из-за флис, да, из-за бодена. Ну, а так это не включаем. Ну, вот, конечно, вот ходим в кофтах, да, я сейчас в спортивном костюме в домашнем. Потому что если без кофты, то будет так, прохладненько. Ну, нормально. У меня мужики, например, мальчишки у меня в футболках ходят. Это я так, немножко мерзлячка. Сейчас включим. Обычно я на 2, ой, это много, 22-23 примерно так. Она сейчас быстро нагреет. Вот смотрите, у нас вот такие флизы. Сейчас нагреют, тепло, будет хорошо. Вот я хожу в таких, видите, носочках. У меня уже все, джингл бенс. Девчонки, пришла посылочка с сайта Флакони. Хотела вот вместе с вами открыть. Давайте посмотрим, что мы тут выписали. Ой, одной рукой неудобно. Примерно я знаю, что там. Но Андрей еще там что-то свое дацу заказал. Не знаю, что он там себе заказал. Я и он себе, в общем. Так. Ага.
О, вот это я не знала. Подождите. Не поняла. Да он, видите, мне вот он любит такое, барашинки. Ну, хорошие делать. Вот это я заказывала. А, я ждала Лакоста, а он мне еще что-то заказал. Boss Alive. У меня когда-то такие были. Да, хороший запах. Я, честно, уже не сильно хорошо помню. Но он знает, что у меня такие были, вот выписал. Вот он частенько вот так. Или, может быть, в Ангиботе были, он дацу положил. Ну, спасибо, Андрюшка. Будет, наверное, видео смотреть. Сделал мне сюрприз. А вообще я вот эти заказывала. Это мои любимые, светлая Лакоста. Она бывает разная, да, женская. И розовая, по-моему, и такая зелененькая. А я вот именно светло-желтенькая, она такая прозрачная, можно сказать. Это мои любимые именно чисто на повседневку. Легкие, освежающие. Духи очень классные. Вот если, может быть, кто-то ищет, прям легенькие-легенькие на каждый день. Вот я говорю, на повседневку это вот на каждый день. У меня могут быть разные, да, духи, ну, в общем, парфюм. Но вот именно эти должны быть всегда. Я смотрю, еще 90 миллилитров заказал. Ничего себе. Ну, пусть будет, потому что я же говорю, я хочу, чтобы они у меня всегда были. Это мои любимые. Я прям люблю их. Вот знаете, есть такие духи. Ну, вот, например, у меня от Yves Saint Laurent Black Opium, не знаю, может быть, кто-то знает, они прям такие, вот они вкусные, да, запах приятный, но они такие насыщенные. На третий день еще прям слышно этот запах. Ну, вот прям, ну, не на каждый день, вот, например, вечером или куда-нибудь в ресторан, да, их можно. А вот чисто на каждый день, да даже в воскресенье вот так дома, знаете, вот чисто освежающие, легкие, вот эту лакосточку. Я ее прям вот очень много лет вот как полюбила, и вот прям, не знаю, нравится мне. И вот, а это, подождите, сейчас еще раз посмотрю. А вот эти тоже, по-моему, такие, они легкие, освежающие. Ну, тут хоть 30 миллилитров. Прям вот сильно большие, ну, много миллилитров я, в принципе, не сильно люблю. Ну, вот Лакоста хорошо, пусть будет, я ее люблю. А это что у нас? Боди Лотион. 50 миллилитров. Угу. Ну, классно. Ну, хорошо. Не знаю цены, потом напишу. Я его спрошу. У него сейчас дома нету. А он себе выписал. Это я просто ему говорю, у меня там Лакоста уже кончилась. Я говорю, надо Лакосту. Посмотри, говорю, там на сайте это. Мы всегда на флаконе заказываем. Он говорит, а я себе Босс выпишу. Я поэтому и говорю, да, что я примерно знала, что там. Ну, вот про вот эти, про Босс женский не знала. А это он себе мужской Босс. Ага, душ, гель, парфюм и дезодорант. Део. Угу. Ну, вот такой наборчик он себе выписал. Вот этот мужской Босс, мне кажется, он у многих мужчин, потому что это такой классический запах, который, мне кажется, очень многим может понравиться. Поэтому, если вдруг кто-то ищет, например, на подарок мужской парфюм, вот этот Босс покупайте, классический, не прогадайте. Ну, не знаю, мне кажется, он такой запах приятный. И не сильно сладкий, не сильно такой, как горький, да, и не приторный. Вот хороший мужской парфюм. Хороший запах. Еще одна посылочка на неделе была. Ой, сейчас поставлю сюда. С онлайн-аптеки мы заказывали разные там от простуды лекарства. Вот хочу вам показать. На улице холодно стало, как раз сейчас время вот этих всех простудных заболеваний. В общем, мы примерно раз или 2 раза в год всегда заказываем с онлайн-аптеки. Ну, чтобы было, знаете. Но сначала хочу разобрать свою аптечку. У меня не аптечку показать, а аптечки. Смотрите, сколько у меня всего нужного и ненужного. Давно я не делала тут порядок. Ой, у меня даже уже, видите, толком не закрывается. Поэтому надо перебрать. Тут черт ногу сломит. Кошмар. Вот оно у меня, знаете, вот мне нужно, чтобы было на всякий случай. Вот всегда же так, да, чтобы было на всякий случай. И от температуры, и от насморка, и от кашля, и всякие крема, и бальзамы. А толком не пользуемся. Я не помню, когда последний раз я сюда вот заглядывала.
Что-то новое покупаешь, кладешь сверху, закрываешь. И уже я вижу, крышка еле закрывается, а сейчас пришла вот посылка, да, чтобы то положить, надо сначала это все перебрать, потому что, ну, куда ложить? Тут некуда уже ложить, все это валится, все полное. Потому что много что просрочено. Я уже так посмотрела. Ой, это что у нас вот от температуры, да, ибупрофен детский. Смотрите. Май 23. Кошмар. Но это все сразу уходит. Все надо уже давно было выкинуть. Но я говорю, да, вот оно у меня есть, но мы толком не пользуемся. Потому что, например, ту же температуру у ребенка, да, до 38 я никогда не сбиваю. Вот уже когда выше, тогда да. Это контрамутан. Вот это хорошее средство. Я вот ребенку, когда вот простуда, это от гриппа, тут даже и написано вот гриппален инфект. Ну, короче, когда и кашель, и насморк, и кости ломит, и температура, вот это хорошее. Но я не знаю, наверное, тоже уже нет, срок годности еще нормальный, июль 26. Но тоже, видите, оно уже открыто, тут уже немножко. Потому что оно же тоже выдыхается, да, 4-6 месяцев надо было вот записывать, когда открываешь, надо всегда записывать. Потому что оно потом выдыхается, и смысл, да, пьешь, и оно не помогает. Ну, посмотрю сейчас. Так, вот эти хустензафт, да, для детей от кашля, сироп от кашля. Это вообще отдельная тема. Я потом покажу, как я лечу ребенку кашель. Потому что это все сахар. Вот эти хустензафты нифига не помогают. Я разные пробую, да, пробовала, вернее, покупать. Давно не покупала. Хотя стоит вот это 25-й год, 11-е, да. Ну, в общем, сейчас буду все это перебирать. Половину буду выкидывать. Хочу вот из двух сделать одну аптечку. Получится у меня или нет? Сейчас посмотрим. Ну, что у меня получилось? Смотрите, уже смотрится лучше, да. Тут у меня вообще пусто. Все вытерла, чистенько. Сейчас покажу, что оставила. Вот это все выкидывать. Ну, вот эти я, конечно, все это еще вылью. И потом, наверное, вместе со стеклом вот эти бутыльки выкину. А таблетки, вот как вы выкидываете таблетки просроченные? Вот интересно. Каждый делает по правилам или нет? Я, например, раньше не знала. Вот эти все просроченные таблетки надо, оказывается, относить в аптеку. Ну, вот если прям уж по правилам, да, все делать. Я раньше это не знала и выкидывала просто в ресмюль. Вот говорю, как есть. Таблетки я выкидывала в ресмюль, а вот эту упаковку в пластик. Там, или разрезала пополам на несколько частей ножницами. Ну, вот теперь не знаю, может быть, пакетик прям в аптеку отнести. Вот кто-нибудь в аптеку относил просроченные таблетки? Как вот выкидываете? Пишите, мне интересно будет это почитать. Выписали мы в онлайн-аптеке Гриппоштат. Вот смотрите, в онлайн мы его купили за 7 евро, а в аптеке он будет стоить где-то около 16 евро. Представляете, вот такая разница. А он очень хороший, на основе витамина С, там очень много витамина С. И вот особенно в первые дни, если почувствовали там недомогание, например, кости ломит, что-то горло как-то шкребет. Ну, вот такое, знаете, вроде бы такая температурка и есть, и нету. Вот Гриппоштат. Не знаю, вот всегда вот у нас дома он в такое, особенно осень-зима, вот в это время простуд, мы всегда Гриппоштат выписываем. Потому что в аптеке дорого, поэтому желательно заранее. Так, вот видите, здесь он у меня не поместится. Сейчас посмотрю, наверное, вниз я его, вот сюда положу. Так, чтоб был Гриппоштат, выписали. И вот этот аспирин, аспирин плюс, Браузен таблетен, тоже с витамином С. И смотрите, какая разница. Вот если пойдете в аптеку, он где-то будет стоить где-то 10. Да, где-то 10 евро. А мы выписали за 5 евро. Видите, поэтому лучше заранее. Вот купил в онлайн, и пусть оно лежит. Не пригодится, и слава богу. Зато пусть будет. Да, я срок годности посмотрела, в принципе, хороший, до 27 года, поэтому нормально. Но это я еще выписала детский нурофен. Он у меня как бы есть, но пусть будет это про запас, потому что, например, в начале года был у нас дефицит на
жаропонижающее для детей. Я не знаю, у меня даже знакомые, они, ездили по всему городу, искали. Не было в аптеках, не было завоза, не знаю. Но сейчас вроде бы нормализовалось. Ну вот одно время не было, поэтому думаю, ну пусть будет. Ну вот так мы закупились в онлайн. Онлайн аптеки дешевле, надо смотреть. Мы покупали в аптеке Medpex, по-моему, да, так называется. Ну я напишу название, если вдруг кому интересно. Можете там онлайн посмотреть. Там, ну, не всегда надо, конечно, смотреть, но можно на хороший ангибот напасть. Я сейчас хочу показать одно средство, как я лечу кашель ребенку. У меня Марселька немножко простыл, подкашливает, и я хочу сделать лепешку от кашля, народное средство. Я уже давно не покупаю вот эти сиропы, ну я уже рассказывала, да, видели, я все бутыльки, все повыкидывала. Во-первых, они просрочены уже, и я, знаете, я вам посоветую, вот если только-только кашель начался, вот обычный простой простудный кашель. Я сейчас не про тот кашель, там, затяжной, да, который там уже 2-3 недели, чуть ли там не бронхит с хрипами, я не про этот. Вот только вот ребенок простыл, ночь, например, не спит, сухой кашель, дерет, раздражающий вот этот кашель, не может спать, и тепленькое пьет, и все даешь, и все равно. И хочу показать вам вот это средство. Вот оно проверено уже годами. Я делаю вот его для своего ребенка. Это можно и взрослым тоже делать, но взрослым проще. Взрослым как-то можно и чаи вот эти пить. Кто-то молоко, например, там может, ну, нагреть, да, там делает тоже масло, мед, чеснок, ну, вот это так, разбавляет, да, с молоком. Но это не про нас. Мы молоко не пьем. Ну, это уже другая тема, а то сейчас будет много. Я уже, наверное, 6 лет вот не пью молоко, организм не принимает. В общем, не молочная девочка. Отравилась я когда-то очень давно. Ну, вот в 6 лет мне было, я отравилась молоком. И вот сейчас мне 45, вот считайте, сколько лет я не пью молоко, не ем йогурты. Но зато я люблю сгущенку, люблю мороженое, люблю сыр, знаю, что там есть молоко. И без проблем я это ем, и все это я люблю. А молоко в чистом виде или вот йогурт не могу. Все, у меня прям вот сюда подходит. Прям, ну вот серьезно, без шуток, не могу. Я даже если вижу вот это молоко, как-то все пьют, наливают, я извиняюсь, но мне прям вот, я не могу. Я не знаю, что это, психосоматика или что это. Я вот отравилась, и у меня организм, как я не знаю, наотрез отказывается, ну, в общем, воспринимать что-то молочное. И как-то дети у меня не приучены к молоку, поэтому, ну, в общем, молоко не про нас, да, там, например, разогреть. Ну, хорошо помогает, да, кто вот без проблем пьет молоко. Ну, как-то вот взрослым проще, и молоко могут подогреть, и любые чаи там, и лимончик, и мед. Детям немного сложнее в этом плане, да. Как-то многие проще вот дать от кашля сироп, что-нибудь такое. Но там один сплошной сахар. У меня, например, Марсель... Ой, мама, это самый мой любимый. Там сладенький, он такой, он готов всю бутылку сразу выпить. И вот несколько лет назад, да, я вот на ютубе нашла народное средство лепешка от кашля. Я один раз сделала, я просто поразилась. На следующий день у ребенка не было кашля. Если, например, прям сильный кашель, прям сильно простыл, да, то я тоже делала эту лепешку, где-то раза 2 мне пришлось сделать, но уже такой хоть кашель на второй день прям откашливает, да, откашливающий, не тот вот этот сухой раздирающий. В общем, покажу, конечно, у всех организм разный, да, я не могу там 100% гарантировать, но попробуйте, потому что все делается из обычных продуктов, да, хуже по-любому не будет, никакой химии, показываю. Нам понадобится мука, горчичный порошок, мед и растительное масло. У меня тут уже 1 столовая ложка жидкого меда. Если вдруг у вас есть аллергическая реакция на мед, то, конечно, лучше эту лепешку не делать, чтобы хуже не было. А как проверить, есть реакция или нет? Ну, насколько я знаю, да, например, на руку, там, ну, на тело намажьте мед. Если в течение нескольких минут нету никаких покраснений, кожа не покрылась, там, например, волдырями, да, то, значит, у вас реакции нету. Далее нам нужно
горчичный порошок, 1 столовую ложку. Так. И дальше 3 столовые ложки муки. Сейчас я другую ложку возьму. Я прям отсюда. Раз, 2, 3. И столовая ложка растительного масла. Вот и все. Потом замешиваем и получаем лепешку. Буквально вам потребуется 5 минут, чтобы сделать эту лепешку. Вот смотрите, вот такая лепешка получается, не знаю, видно? Она не должна сильно жидкая быть. Если прям будет жидковатая, то добавьте муки, потому что тело теплое, а там же мед, поэтому может это потечь. Она не должна быть сильно жидкая. Ну, вот такой консистенции. Сейчас покажу дальше. Теперь нам понадобится бинтик. Смотрите, далее мы берем бинтик. Так. Сейчас хорошо положу. Вот лепешечка. Там горчица, да, и вот она уже прям такое, это жжение есть. Греет. Ну вот 2-3 раза вот так я обматываю. Нет, сильно не 2 раза, наверное, хватит. Если вы делаете ребенку, да, маленькому, то на голое тело не кладите, да, потому что она будет прям печь. Лучше или полотенчика, ну или что-нибудь, да, это на тело положить, на грудь, и потом сверху эту лепешку. И шарфиком обмотать. Даже если минут 15 он выдержит, уже хорошо. Если маленький ребенок, конечно, вместе с ним надо сидеть, да. Желательно, чтобы он прям уснул вот с этой лепешкой. Это будет самое вообще хорошо. В общем, чем дольше эта лепешка продержать, тем лучше. Ну, вот так примерно получается. Не знаю, видно? Вот так я лечу кашель своему ребенку. Вот такую лепешку делаю, на грудь кладу, и всю ночь у меня он спит. Попробуйте. Ну, вдруг даже если не поможет, да, вы видели, из каких продуктов она делается, хуже по-любому не будет. Поверьте, чем давать вот этот Хустензафт, как по-русски, сироп от кашля, почитайте там состав, то лучше вот попробовать лучше эту лепешку сделать. И делается она 1 минуту, ничего там сложного. Ну, главное, чтобы все продукты дома были. Вот такое сегодня получилось видео. Надеюсь, было полезным. Если было полезным, если понравилось, не забудьте поставить лайк, пишите свои комментарии. Буду рада обратной связи. Наступает холода, потихоньку ноябрь заканчивается. Уже почти на пороге декабрь. Холодно, время простуд, к сожалению, поэтому желаю всем крепкого, самое главное здоровья. Берегите себя и будьте здоровы. А у нас вчера был снег, и я немножко успела даже заснять. Поздно вечером пошел снег, и мы вышли немножко прогуляться вокруг нашего дома перед сном. Думаю, надо выйти и заснять снег, потому что, к сожалению, у нас в Германии такой снег, знаете, он даже и часа может не продержаться, сразу тает. Ну и правда, на следующий день уже как будто и ничего не было. Поэтому немножко вам поснимала и вставлю сейчас видео со снегом. И всех, кто с Германии, с первым снегом нас, мне кажется, по всей Германии был снег, а может быть нет, пишите, у кого был, у кого нет. У нас в нашей стороне, вот в Кёльне был снег, хотя это очень редко у нас тут.
У нас вообще снега, ну, у нас, знаете, какой снег? Снег с дождем. Ну, вот в прошлом году был, где-то 2-3 дня лежал снег. Ну, вот кто в Баварии, там, мне кажется, часто снег. А у нас, конечно, это явление редкое. Поэтому мы все взрослые и радуемся, как дети. Снег, такие все довольные, радостные. Ну, правда, вот скучаем по снегу. В общем, еще раз спасибо большое за просмотр. Сейчас немножко будет кадр со снегом. Всем желаю отличных выходных. Спасибо. Пока-пока.